На носу 2026 год. Блогеров, инфлюенсеров становится все больше. Людей, которые монтируют видео, тоже, но вот качественных кадров действительно недостаточно. Если ты прямо сейчас на пороге того, чтобы научиться монтировать, я, как человек, который 10 лет создает контент и себе, и своим клиентам на постоянной основе, могу сказать, что за месяц выучить основу уж точно можно. Я разбил процесс на 4 недели. Меня зовут Пейнер. Давайте начинать. Первая неделя. Настройка твоего корабля. Ни для кого не секрет, существует множество программ. И по-хорошему нужно установить каждую, потратить какое-то время. Но так как время у нас ограничено одним месяцем, это сделал я за вас. И это, кажется, лучший вариант на сегодня. Почему? Давайте объясню. В то время как производители самого разного софта просят от вас либо подписку, либо заплатить $300 на старте, чтобы иметь опцию попробовать программу, DaVinci просто бесплатная. Да, безусловно, есть платная версия. Но давайте смотреть на ситуацию трезво. Для того, чтобы начать, для того, чтобы попробовать и смонтировать свое первое видео на YouTube или в Instagram, нам не нужны все эти дорогостоящие программы. И те функции, которые доступны в платной версии, но недоступны в бесплатной, нам они попросту не нужны. Программа обновляется часто. Так, допустим, с версии 20.1 на 20.2 появился монтаж, автоматическая нарезка по тишине. Сейчас нам для того, чтобы нарезать говорящую голову, как я сейчас говорю, делаю паузы, нам не нужно это делать даже вручную. За нас это делает программа практически в автоматическом режиме. Но даже не это самое главное. Главное — стабильность. На моей памяти DaVinci вылетал только в самых каких-то экстраординарных случаях. Если я проект навалю, просто будь здоров. CapCut же есть, да, мобилографы, отзовитесь в чате, в комментариях. И с одной стороны, да, круто, классно, пальцем можно монтировать в дороге, в машине, на даче, где угодно. Но в то время как достаточно классные эффекты можно делать в несколько кликов на компьютере, пальцем это все делать достаточно долго. И, скажем так, у CapCut так или иначе имеется потолок. Следовательно, чтобы не быть ограниченным и изначально обучаться и монтировать должным образом, я все-таки рекомендую монтировать на компьютере, а если на компьютере, то, как вы поняли, в DaVinci Resolve. Твоя задача на неделю, дружище, это изучить базово визуально программу, где находится предпросмотр, где находится таймлайн, где эффекты, а где медиапул, где все исходники, собственно, собирать. Создай свой первый проект, посоздавай папки, импортируй исходники, картинки. И запомни, пожалуйста, очень важное правило. Всегда сохраняй свои наработки. Потому можешь попробовать создать свой темплейт. У тебя уже будет заготовленный таймлайн, все папочки, A-roll, B-roll, звук, фотки, ассеты и так далее по списку. И когда мы плюс-минус ориентируемся, можно переходить к следующему шагу. Это искусство нарезки и психология. Нам важно научиться резать базово, но не просто кромсать видео, а делать это, все-таки покрасивее. Дерганое видео смонтировать, да, это просто, но наша задача делать все-таки качественные работы. Шаг номер 0. Забудьте про мышку в этом вопросе. Ваши руки должны лежать на клавиатуре 90% времени. Потому нам нужно учить горячие клавиши. И это сложно, это скучно, но это необходимо. Давайте я о базовых вам расскажу. Есть 3 клавиши: J, K и L. В то время как J перематывает наше видео, воспроизводит в обратном направлении, L перематывает в обратную сторону, то есть воспроизводит видео. L — это play-пауза. Ну, тут есть сильная сторона. Если мы не хотим долго смотреть какой-то исходник, мы можем 2 раза нажать по клавише L, и наше видео начнет воспроизводиться в 2 раза быстрее. Еще раз нажимаем в 4 раза быстрее. И это удобно. Более того, чтобы не отсматривать очень много исходников на таймлинии, не захламлять ее, а нам важно сохранять чистоту, есть клавиша I и O. Вы можете открыть какой-то клип, какое-то видео, поставить ваш playhead, да, вот эту вот полосочку воспроизведения на стартовый момент, откуда оно должно начинаться, поставить эту полосочку, так сказать, на конечный момент и нажать клавишу O. Соответственно, при перетаскивании вашего клипа из медиапула на таймлайн вы перетянете только необходимый отрезок. Ну и самое важное в этом всем — это Ripple Cut, так называемый. Как это все работает? Программа понимает, где находится наш предыдущий либо следующий кат. В определенном
определенном моменте, нажимая на горячую клавишу, у нас весь таймлайн двигается либо до предыдущего, либо до следующего ката. И теперь можно нарезать. Важно дойти до того состояния, когда вы нарезаете видео, не просматривая его. Довести это все до автоматизма. И дабы наша нарезка не выглядела скучно, существует много методов ката, нарезки. Но есть основные. Это L и J кат. О них много кто рассказывал. Вот как они выглядят на самом деле. Я сейчас молчал, и в какой-то момент, да, произошел вот этот вот кат. Как сейчас, например. Понятное дело, что каждый клип так стыковать не нужно, но в какие-то определенные моменты можно наш основной клип чуть-чуть подрастянуть, чтобы автор замолчал, и, соответственно, это выглядит чуть более смазанно, чуть более незаметно. И помимо всего прочего, у нас существуют кропы, чтобы добавить динамики, чтобы добавить а-ля фейковый второй ракурс, более крупный план, так сказать. И чтобы видео воспринималось максимально гладко и приятно для глаз, предлагаю вот какую историю. Мы в нашем предпросмотре выставляем виртуальную линейку, горизонтальную линию на уровне наших глаз. И когда мы будем кропать, зумить, увеличивать наше изображение, да, чтобы добавить эту самую динамику, важно, чтобы уровень глаз сохранялся. Так видео воспринимается сильно проще и приятнее. Ну и главный инструмент, который недоступен во многих программах, ну так или иначе в DaVinci он есть, называется Text-Based Editing. Нажимая на эту кнопку, мы можем транскрибировать наш таймлайн, превратить наше видео в текст. И теперь вы правильно поняли. Мы можем выделить какое-то предложение, удалить его, и это предложение удалится и на таймлайне. Удалить какие-то повторы, и уже далее полировать это все. Где-то, возможно, паузу подрезать, где-то что-то наложить, кропнуть там и так далее. На изучение этих инструментов уйдет не более чем день. Далее мы это все оттачиваем до автоматизма. И вот когда мы научились нарезать рыбу на профессиональном языке, можно уже наслаивать поверх. Перебивки, либо же B-roll — это сегменты в видео, когда мы показываем то, о чем говорит сам автор. Но где же их брать? На самом деле сайтов достаточно много, и платные, и бесплатные. Вот самые основные. Начинается 3-я неделя. И здесь я бы особое внимание уделил звуку. Мы же монтируем видео. Какой звук, черт бы его побрал? Дело в том, что видео — это аудиовизуальный материал, и аудио у нас стоит на первом месте. Если хреновую картинку можно перетерпеть, то вот хреновый звук никто терпеть не будет. Тут я бы даже сфокусировал внимание вот на чем. Очень многие новички абсолютно забивают на звуковое сопровождение. Сейчас появился текст на экране. Красивый вылет, motion blur. Вроде визуально красиво выглядит, но чего-то не хватает. Если что-то визуально анимируется и появляется на экране, это всегда должно сопровождаться 3 буквами SFX — звуковые эффекты. И я сейчас не про реверберацию, эхо, я сейчас про непосредственно звуки. Вжухи, пуки, брыки, попы и так далее. На экране вы видите основные наименования, но где их брать? Стоковые сайты, их очень много. Очень важно, чтобы автор звучал в основе, а уж музыка, звуковые эффекты где-то на фоне дополняли. Лучшие эффекты те, которых мы не замечаем. Но все-таки один инструмент, чуть-чуть более комплексный, я бы порекомендовал изучить. Это аудиодакинг. Программа слушает звуковую дорожку и понимает, когда автор говорит, а когда молчит. И вот я сейчас немножечко молчал, вот еще помолчу. И музыка сама начинает как бы забирать внимание. То есть музыка становится тише, когда автор говорит. Вот и все. И в 2026 году среди монтажеров побеждает тот, кто умеет вовремя выключить всю фоновую музыку, лишь бы донести основную мысль автора. 3 недели прошло. Уже столько всего перепробовал. Интересно, но где бабки? Есть 2 пути. Первый — идти на фриланс-биржи. Сегодня каждый второй, кто установил CapCut, называет себя монтажером и, не дай бог, режиссером монтажа. Я ничего против не имею, но готовы ли вы в этом демпингующемся бесконечно рынке конкурировать, монтировать за копейки? Я, допустим, не хотел бы. Ну что тогда? Я бы предложил альтернативный метод. Можно создать, не знаю, профиль в Инстаграме, TikTok аккаунт.
где вы буквально рассказываете о том, как вы учитесь монтировать. И на своих же видео вы бы спокойно практиковались и, что самое главное, вырабатывали портфолио. Сегодня, если у человека возникает вопрос, а монтирую ли я видео, а покажи примеры, я абсолютно спокойно могу показать свои видео со своего основного канала, там уж вопросов не возникнет. Исходя из этого, я могу устанавливать ту цену, которая удовлетворяет меня в данный момент. И я не хочу кичиться, я хочу, чтобы вы стремились к тому же. И именно для этого я создал свой курс под названием «Путь креатора». На нем я разложил весь производственный цикл, весь свой опыт в создании контента. Там мы придумываем идеи, там мы пишем сценарии, там мы, исходя из сценария, понимаем, какое оборудование надо и как это снимать. После чего отправляемся в монтаж и по крупицам разбираем процесс монтажа среднестатистического контента на YouTube, так сказать. То есть все основы, всю базу, спецэффекты, фьюжн и так далее. И что самое главное, покупая курс сегодня, доступ к курсу у вас остается навсегда. Помимо всего прочего, есть чат с ребятами, это уже полноценная комьюнити получается. Ну и мои проекты, моих авторских роликов для DaVinci Resolve вы точно так же можете скачать. Весят они, правда, по 150 гигабайт, но зато вы своими руками можете потыкать и посмотреть, почему так, а не иначе. И неважно, вы новичок, либо более продвинутый режиссер монтажа. Покупая этот курс, вы как бы делаете шаг навстречу тому, чтобы превратить свою жизнь в кино. По крайней мере, кто знает, вдруг вам понравится снимать видео, и вы станете блогером, автором на YouTube или в Инстаграме или других социальных сетях. Поэтому переходите по ссылочке в описании, ознакомливайтесь с подробностями, ну а мы идем далее. Ну и 4-я неделя. Самая большая. Почему? Потому как ее можно растягивать до бесконечности. Это изучение всего остального. Но, в первую очередь, на последней неделе я бы изучал титры, типографику, я бы изучал переходы и базовую цветокоррекцию. Fusion на 4-й неделе не открывать. Ну, без титров никуда. Инструмент достаточно комплексный на первый взгляд, но достаточно простой. Я вам рекомендую потыкать, посмотреть, что такое шейдинг, как включить тень на вашем тексте, не накидывая дополнительный эффект. Соответственно, помимо текста, очень важно потыкать все-таки собственноручно все стандартные переходы и все стандартные эффекты. Их не то чтобы много, но, конечно, намного лучше будет, если вы изначально при монтаже будете понимать: окей, мне нужно размыть фон, значит, я накидываю этот эффект. Мне нужно, чтобы картинка, скажем, имела некое свечение, мне нужен эффект glow. Мне нужно, чтобы был эффект тряски камеры, мне нужен камера шейк и так далее по списку. Можно бесконечно изучать название, но пока вы это все руками не потрогаете, мозг ваш, скорее всего, это может и не запомнить вовсе. Только после этого всего мы отправляемся в цветокоррекцию, но это, скажем так, поле непаханое. Я вам рекомендую не то чтобы погружаться в логарифмы, S-логи, цветовые пространства, цветовые профили и так далее. Нет, не надо. Попробуйте, скажем так, наложить 3D LUT, пресет цветокоррекции таким образом, чтобы картинка выглядела удобоваримо, приятно. Подергайте лифт, гейн, контрастность, цветовой баланс. Просто чтобы понимать, как визуально эти инструменты влияют на картинку. Ну а догнать, скажем так, свой профиль, да, до профессиональной цветокоррекции вы уж сможете в процессе. Важно помнить, что монтаж — это не столько про программу и технические навыки. Это про создание видео, которое досмотрят от начала и до конца. И только такие специалисты, которые понимают это все, скажем так, могут расти до бесконечно высокого чека. Давайте смотреть правде в глаза. Нарезать, склеить видео сегодня может практически каждый. Но сделать приятное видео, которое реально приятно смотреть, интересно смотреть, лучше, ну скажем так, на старте многие, конечно, сыпятся. Но чтобы вы понимали весь процесс и не сыпались, напоминаю, у меня есть мой авторский курс под названием «Путь креатора». Ссылочка есть в описании. И, в принципе, все ссылки лежат под этим видео. Я верю, что у тебя получится стать режиссером монтажа, а не просто монтажером. Подписывайся на канал, чтобы не пропустить новые интересные видео. Ставь лайк. Ну а мы не прощаемся. Увидимся в новом интересном видеоролике.